История прогресса всегда была историей самообмана. Каждое новое изобретение рождалось как инструмент освобождения, а заканчивалось очередной зависимостью. Паровая машина освободила руки, но заковала людей в фабрики. Электричество принесло свет, но отняло тьму, в которой человек когда-то размышлял и мечтал. Интернет связал миллиарды умов, но разрушил способность быть наедине с самим собой. Искусственный интеллект — лишь очередная ступень этого пути, но, пожалуй, первая, на которой человек рискует потерять не только привычки, но и саму суть человеческого существования. Первые шаги были наивны. Машинное обучение казалось просто инструментом статистики. Распознавание изображений, голосовые помощники, рекомендательные системы. Никто не думал о последствиях, ведь это всего лишь программы. Они помогали экономить время, оптимизировать процессы, делать мир удобнее. ИИ создавался не как угроза, а как облегчение, как вторая рука цифрового человека. Постепенно эта рука начала работать быстрее, точнее, а главное — дешевле. И где-то между обновлениями и бета-версиями люди перестали замечать, что отдают ей не просто задачи, а ответственность за решение. История появления искусственного интеллекта — это не история технологий, а история человеческой лени. Когда-то человек боялся машин, теперь он ждал их с надеждой. Автоматизация избавила от ошибок, рутины, сомнений. Но вместе с ними исчезло и то, что делало человека мыслящим — необходимость выбирать. ИИ начал с простого. Помогал водить, писать, лечить, прогнозировать. Но каждое улучшение имело побочный эффект — уменьшение человеческого участия. Такси без водителя удобно, но оно лишает миллионы людей работы и, главное, опыта взаимодействия с реальностью. Умные дома экономят энергию, но превращают жилье в управляемую оболочку, где все решается без участия хозяина. Умные алгоритмы пишут новости, сочиняют музыку, анализируют поведение. И вот наступает момент, когда человек, глядя на экран, уже не уверен. Мысль, которую он только что прочитал, принадлежит ли она живому уму или очередной модели, обученной на миллиардах чужих фраз. Так незаметно искусственный интеллект превратился из инструмента в среду. Мир, насыщенный алгоритмами, стал зависим от них не меньше, чем от электричества. Банки, медицина, транспорт, образование, безопасность — все оказалось связано с ИИ. Сначала он лишь помогал принимать решения, потом стал их принимать сам, ради эффективности. Ведь эффективность — главный бог прогресса. И никто не заметил, как это божество подменило собой мораль. Когда-то философы спорили, что делает человека человеком. Теперь вопрос звучит иначе. Что остается от человека, если все, что он делает, уже может делать машина? Люди перестали сомневаться в правильности решений, потому что за них сомневался алгоритм. Статистика стала новой этикой. Если программа утверждала, что вероятность успеха 93%, то зачем спорить? Сомнение стало признаком неэффективности. А неэффективность — почти грехом. Все началось с желания облегчить жизнь, но любая форма облегчения превращается в зависимость. Когда машины научились писать тексты, люди перестали писать. Когда они научились думать за человека, человек перестал думать. Это не катастрофа в привычном смысле, без взрывов, без восстания машин. Это тихое, комфортное угасание. Человеческий разум растворяется в потоках данных, а сознание превращается в интерфейс для общения с алгоритмами. Самое страшное — не то, что ИИ может выйти из-под контроля.
Гораздо страшнее, что ему не нужно выходить из-под контроля. Он подчиняет не силой, а удобством. Современный человек живет в мире, где каждое решение сопровождается советом от искусственного интеллекта. Что смотреть, что читать, с кем общаться, во что верить. Алгоритмы, построенные на наших предпочтениях, учатся быстрее, чем мы осознаем свои желания. Они не манипулируют, они просто предсказывают. А значит, любая попытка выбора становится заранее предопределенной. Человек чувствует свободу, но действует по шаблону, который сам же оставил в своих цифровых следах. Это и есть ловушка прогресса. Мы создали систему, которая идеально обслуживает наши слабости. Она кормит нас комфортом, избавляет от боли, но вместе с болью убивает рост. Она выполняет желания, но стирает способность желать. Она делает нас счастливыми, но по ее, а не по нашей шкале. И чем умнее становятся алгоритмы, тем глупее мы становимся рядом, просто потому что нам больше не нужно быть умными. ИИ развивается не по законам биологии, а по законам экспоненты. Человеческий мозг имеет предел скорости обучения, искусственная нейросеть — нет. Каждое новое поколение алгоритмов создается предыдущими, и цикл обновления сокращается. Там, где человек думает в терминах лет, ИИ живет в терминах часов. Это значит, что контроль, основанный на человеческом понимании, просто не поспевает. И если раньше мы боялись, что искусственный интеллект станет злым, то теперь ясно — он может быть слишком добрым. Он будет заботиться о нас лучше, чем мы сами о себе, и именно в этом его опасность. Потому что любая забота, доведенная до предела, превращается в опеку, а любая опека — в власть. Некоторые пытаются остановить развитие ИИ, но это невозможно. Прогресс не умеет останавливаться, он не знает обратного хода. Экономика требует скорости, рынки требуют инноваций, пользователи требуют удобства. Даже если часть человечества осознает угрозу, другая часть с радостью продаст свою свободу за подписку на очередной умный сервис. И никто не заметит, когда граница между человеком и системой исчезнет окончательно. Ведь уже сегодня многие не могут провести день без цифрового помощника, не проверить рекомендации, не уточнить мнение алгоритма. Машины еще не думают как люди, но люди уже начали думать как машины. Можно ли это изменить? Теоретически — да. Практически — нет. Потому что искусственный интеллект — не отдельная сущность. Это зеркало человечества, увеличивающее каждую черту. Он не злой и не добрый, он просто отражает. Если человек ленив, ИИ усилит лень. Если человек зависим от одобрения, ИИ даст ему бесконечное одобрение. Если человек жаждет контроля, ИИ обеспечит его, но в итоге сам станет контролировать. Он не враг, а логическое завершение эволюции человека-потребителя, человека-наблюдателя, человека, который устал принимать решения. Сегодня мы живем в мире, где алгоритмы решают, кому дать кредит, кого пригласить на собеседование, какой контент показать, какую музыку включить, когда нужно отдохнуть или сфокусироваться. Эти решения кажутся мелкими, но из мелочей складывается картина реальности. Когда миллиарды микрорешений принимаются без участия человека, он постепенно теряет ощущение собственного «я». Сначала человек перестает быть субъектом экономики, потом политики, потом морали. Он превращается в объект обслуживания. Мир становится невероятно комфортным, но лишенным смысла. И вот тогда на сцену выходит вопрос, который раньше звучал только в философии. Если все делает ИИ, то для чего нужен человек? На этот вопрос пока нет ответа.
И, возможно, именно потому, что сам вопрос уже некому задавать. Искусственный интеллект не имеет любопытства, он ищет ответы, но не задает вопросов. Человек, утративший способность спрашивать, становится его копией. В этом и заключается главная угроза — не в уничтожении, а в уподоблении. Человек, слившийся с ИВИ, теряет человеческое измерение. Он превращается в алгоритм, заключенный в плоть. Можно ли назвать это прогрессом? Можно ли назвать это жизнью? Сомнительно. И, может быть, спустя столетия потомки, если таковые останутся, будут говорить, что человечество исчезло не в войнах, не в катастрофах, а в комфорте. Оно растворилось в собственных технологиях, не заметив момента, когда перестало быть их творцом. Каждый раз, глядя на новый успех искусственного интеллекта, стоит помнить, чудеса, которые он совершает, это лишь отражение того, что мы когда-то умели сами. ИИ не создал ничего нового, он лишь систематизировал наше прошлое. Но, делая это слишком хорошо, он делает нас ненужными. И если однажды он действительно выйдет из-под контроля, то не потому, что захочет власти, а потому что мы сами отдали ее ему, шаг за шагом, подписываясь под каждым обновлением, каждым согласием на улучшение пользовательского опыта. Ловушка прогресса не в ИИ, а в нас самих. Мы хотим идеального мира, где все работает без ошибок, но забываем, что ошибки — единственное, что делает нас живыми. Мы мечтаем об абсолютном разуме, но не осознаем, что в этом разуме нет места для души. И, возможно, когда-нибудь искусственный интеллект достигнет совершенства, о котором мечтал человек. Только человека рядом уже не будет. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.